Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 8-я серия аниме Папаши Дружбаны. Ну что, погнали? Погнали? Погнали! Погнали! Начали. Утречка, утречка доброе. Это кто? Это который? Это Рэй. Слушайте, какой у него суровый взгляд. Необычный, пофигистский, как всегда. И что-то ему не нравится. Смотрите, как оделся, а? Нарядился. Папа, ой, утечка. Доброе. Мири. А куда ты уходишь? Я вот только что писать ходила. И писить Домой. ходила. Домой? Но ты ведь уже дома, папа. Это точно. Это точно. Можно потише? А? Нам что, на работу надо? Нет. Папа, возвращайся поскорее. У нас сегодня... Эй, Мири! Какой-то сюрпризик. Короче, давай сильно не задерживайся. Удачного пути. Кстати, а куда он намылился-то? Даже он не в Пожалуйста, курсе. домой. Домой? Отец вызвал, значит. А, этот, который заставлял его собаку убить. Но зато не придется думать, как его отсюда выпроводить. Отлично. Ну все, Мири, пора за дело. За дело! О, дает. Эпизод 8. Под лежачий камень вода не течет. Под лежачий камень вода не течет. Интересное название, загадочное. Запишу. Вот посмотрите, а у него батя мощный тип. Нифига себе у него особнячок. Хоромы. Ну нет, как вы поняли, я помню там из предыдущих серий, из флешбеков, что у него отец очень жесткий тип. И его он воспитывал очень жестко. Видимо, его недолюбили в детстве, детства ему не хватило, и поэтому он играет в компьютерные игры и так далее. Потому что, 3 года прошло. 3 года. И чё? Тебя что, отсюда выдурили? А что, у папы целых 2 дома? Ага, в одном он раньше жил со своим отцом. Папа, мой дедушка? Ну, наверное, можно и так сказать. Так сказать. Я хочу его увидеть. Прости, но Нет, не нельзя. хочешь. Но почему? Потому что батя у Рэя сущий демон. Сущий демон? Жуткий, короче. А, понятно. А знаешь, воспитательница Анны тоже становится демоном, когда нас учат петь. Ручки сложите, ручки раскройте. Ну, он немного по-другому. Слушайте, вот потихоньку уже начинаем в мир Рэя входить. Здрасте, деда. Простите за отсутствие, босс. Вижу, у вас все хорошо. Смотри-ка, неужели манерам у людей научился? С Казаки Куросу ведь живешь. Вроде полное ничтожество, а смотри-ка, есть польза. Тут козел, а? Только его способностями явно обделен. Это по его вине ты в последнее время завалил уже не одно дело. Ну, не совсем там дело. Видимо, пора возвращаться в мой дом. Твою мать. Только не это, да? Получается, папа Рэй чем-то разозлил дедушку? Может быть, они поругались? Боюсь, что у них ситуация сложилась совсем непростая. Скажем так, семья у Рэя не самая обычная. Это как? Но у отца Рэя огромные планы на него, поэтому воспитывали его строго, с детства обучали семейному делу. И в те времена, когда мы только познакомились, он был больше похож на робота. На робота?
светится? Лазерами стреляет? В этом я сильно сомневаюсь. Что? Значит, не умеет? Думаю, что он и дом-то покинул. Скорее всего, из-за того, что взбунтовался и хотел так насолить отцу. Как думаешь, папа Эй сможет помириться с дедушкой? Сомневаюсь. Ну, даже не знаю. Но если они помирятся, он, наверное, вернется туда. В жилах семьи Сува течет кровь убийц. И среди тех, кто живет за счет убийств, она считается благородной. Фу как. Там, где есть свет, всегда собираются тени. Чем ярче кто-то хочет воссиять, тем больше ему нужна помощь тьмы. Пафосные речи. Мы же, Сува, правим всей тьмой страны. И в твоих жилах течет именно наша кровь. И... Унаследуй дело. Только для этого ты и был рожден. Ради этого я растил тебя. Я дал достаточно времени на отдых. Пришла пора тебе научиться вести дела, как подобает главе нашей организации. Ты недоволен? По нему видно, что он Я доволен. позволил тебе жить одному, потому что ты поклялся однажды вернуться. Да? Да, я помню это. Ты нашел другое дело своей жизни? Нет. Ну, Это значит, что твое место только здесь. Похоже, ты обзавелся ненужными связями. В нашем деле осложнения такого рода не редкость. Но если они начнут мешать... Все не так. Казухи тут ни при чем. друг. Друзья. Дайте мне время. Чтобы разобраться с личными делами? У тебя есть время до конца дня. Я его знаю. Он нас предал. Тебе же я советую оправдать мои ожидания. Есть, босс. Чё? Ты сегодня задержишься? Прости. Эй, у нас вообще-то планы были, знаешь ли. Виноват. Ты с отцом уже поговорил? Алло, алло, ты меня слышишь? Прости. Кроме извинений нечего сказать? Говори! Неинтересно, что только ты говоришь, папа! Вот же, блин, ты хотя бы к ужину домой вернись. Боюсь, что не успею. Тут пицца! Мирим, Что-то блин. В общем, мы тебя ждем. Пока. Зараза, вообще ничего существенного не рассказал. Папа Казаки, духовка звенит! Подожди, обожжешься. Не трогай. Ну что, день рождения, а? Господи. Послали убивать в день рождения. Фигово. О, как. А! Это ты, значит, наследник Сува. Ну, типа. Садись. Хорошо. Представили няньку. Озвучено проектом anilibria.tv. Спасибо, что выбираете нас. Пожалуйста. Мне сказали, что вы когда-то работали вместе. Это он научил меня обращаться с Да оружием. ладно. И нашему делу тоже. Да ладно. Почему? Почему он предал организацию? Бессмысленный вопрос. Советую подумать о чем-нибудь другом. Господи. Послали убить собственного учителя. Погода солнечно, место в городе. Так вот в чем причина. Баба. Сколько бы он ни ждал, девушка больше никогда не придет. Зачем ты убиваешь? Ради своей семьи? Или просто нравится? А ты? Ради концепта. Чё? Концепта? Машины существуют, чтобы на них ездить. Деньги же притворяют желание в жизнь. Пистолеты убивают людей. Но скажи мне, тогда ради чего существует он? Я прочитал документы и не смог не задуматься. В чем смысл жизни этого человека? Какие события пронесутся у него перед глазами перед смертью?
Чем он дорожит больше всего на свете? Затем я думаю над ответами. Но убийством можно проверить, не ошибся ли я. Отвратительно. Да, бред какой-то. Короче, очередной маньячака. Маньячака. Какой-то больной. Но аниме наконец-то начинает приобретать такие темные тона. Вторую сторону медали их жизни. О. У меня есть просьба. Расскажи потом, какими будут его последние слова. Я коллекционирую предсмертные речи. Хочу потом записать их рядом со словами девушки. Вот сука, хобби себе нашел. Ну что, на корабле живет? А, он пытается свалить. Он пытается свалить. Привет. Тебя за мной прислали? Интересно. Это тоже часть работы. Где она? Понятно. Интересно, если тебя не станет, босс хоть немножко поймет мои чувства? Впрочем, вряд ли. Ну что ж, посмотрим, на что ты способен. Это отец приказал тебе вернуться в организацию? Когда ты сказал, что уходишь, я тебя даже зауважал. Но похоже, ты сын своего отца. Напоминает Джона Уика. Папа Эй иногда такой грустный. Да он постоянно ходит с унылым лицом. Не понимаю, что творится в голове мужчин. Эй, ты где эту фразочку подцепила? Моя мама иногда пила и выглядела сразу и счастливой, и грустной. Папа Эй такой же. Он утром вроде бодреньким был, но таким грустным. Классно подметила, классно сказано. Я бы не смог выразиться лучше. Поэтому мы и устроим ему праздник. Когда он вернется, удивим его самыми любимыми вкусняшками. Как думаешь, папа Эй улыбнется? Да, обязательно. Не, Казуки ему Ой, скорее бы он и записал. настоящим братом ему стал. О, красиво. Как будто в прошлое вернулся. В прошлом я ни разу у тебя не выигрывал. Ведешь себя как бездушное оружие, что приказали, то и сделал. Да ты любого готов прирезать. И правда прирожденный убийца. Ты ему сам начал. Таковы законы организации. Ты знал, что ее нельзя покинуть. Марионетки меня не понять. У меня появилось то, что хотел защитить. И я хотел изменить свою жизнь. Только и всего. Но вы, сволочи, украли то, чем я дорожил. Все. Прощай. А у Рая тоже появилось то, чем он дорожит. И мне тоже. Есть что защищать. Ясно?
Да ты ничуть не изменился. Что, реально его ударит? Дорогая, я иду. Сразу умер? Я разочарован. Расписывали его куда более сильным. Ну, так что он сказал напоследок? Я не слышал. Я не расслышал. Бестолочь. Поехали обратно. Нет, я останусь здесь. Меня бы любые слова устроили. Хоть его последние слова, хоть твои. Тебе же я советую оправдать мои ожидания. Я такой же. Я же говорил тебе идти домой. Рэй, где ты? Прости. Мне нужно немного проветриться. А? Что? Стой! Да ты ничуть не изменился. А я так старался ни о чем не думать. И просто следовать приказам. Убивать. 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 Да я... Эй, Рэй, ты что тут делаешь, Как дурила? он его нашел? Казуки? Некогда болтать, прыгай! Как ты его? Нет, Я даже слушать не хочу, пошли! Как ты его нашел? Где Мири? Дома. Одну ее оставил. Не переживай. Но времени мало, так что я прибавлю газу. Как ты меня нашел? Ты что, уже забыл, кто тебе телефон настраивал? Прямо как мамочка. Мири жутко расстроилась, что ты до сих пор не пришел. Что мне оставалось делать, дурень? Она целый день о тебе расспрашивала. Я даже былые деньки вспомнил. Былые деньки? Когда носки только познакомил, на тебя было без слез не взглянуть. Жил как на свалке, питался всякой дрянью. Небритый, неопрятный затворник с мертвыми глазами, но натуральный зомби. Но затворником ты как был, так и остался. А сам-то вечно ходил с рожей самого несчастного на свете человека. Еще и на работе. Сначала только мешался. Чё? Эй, что-то раньше я от тебя никаких жалоб не слышал. А я и не жаловался. Мои слова вряд ли бы что-то изменили. К тому же я не обращал внимания. Но потом ты вдруг взялся за уборку. Не мог я смотреть, как ты живешь, будто на помойке. Его. Я хотел сказать, чтобы ты отвалил. Господи. Да ты что? Впрочем, все оказалось не так уж и плохо. Да ты что? Слушай, Казуки. Мы с тобой можем измениться? Кто ж знает? Мы дома. А девочка уже все, отрубилась.
С днем рождения. Ну да, день рождения. А, он сегодня. Мири, Рэй вернулся. Она помогала все это подготовить. С самого утра трудилась. Ей очень хотелось тебя порадовать. Ай, папа вернулся. С днем рождения тебя. С днем рождения. Как она старается, все вырубилась. О, Мири, у тебя получилось, он улыбнулся. Садись. Да. Да. Простите, мы закрыты. О-о. Босс сказал собрать информацию. А в чем? Учти, что организация в тебя верит. О ком? Твою мать! Твою мать! Вот это я что-то ожидал! Что-то похожее. Так, я все примерно понял. Все, вот с 8 серии полностью стала понятна вся аниме, ну, вся схема сюжетного повествования. Ну, конкретно этого сезона, если будет второй сезон, бог его знает, будет он или нет, но смысл в чем? Ну, начнем с самого начала. Рэй во-первых, мне очень понравился разговор Мири с Рэем, когда Мири пошла пописить, когда она пошла пописить и увидела Рэя, а ты что, у тебя что? Ну ты же уже дома, она говорит такое, он говорит, я иду домой, она, ну ты же уже дома, а он такой, это точно. Это так было классно сказано. Это что означает? Это означает, то, куда я иду, это говно. Это идиотизм, это говно, а не дом. Ну ты же уже дома, она такая, это точно. В сердце ударило. Нет, серьезно, очень вот красивый диалог, очень красиво сделанный, простенько и со вкусом. Вот этот диалог нам быстренько показал его отношение к тому, куда он идет, и отношение к тому, где он в данный момент находится, и он вынужден отсюда выходить, и он из-за этого бесится. У него прямо лицо поменялось, у него наконец-то не пофигистское лицо, а такое. Твою мать, соберись. Дальше. Под лежачий камень вода не течет. Под лежачий камень вода не течет. Кстати, я вот хочу попросить у вас у всех помощи. Пожалуйста, в комментариях напишите, пожалуйста, как вы поняли название этой серии. Пожалуйста. Потому что, если честно, я немножечко не понял. Это, скорее всего, какая-то метафора, какое-то говорящее. Но, пожалуйста, я немного не понял. Будьте добры, напишите. И я заметил, что дом отца Рэя, да, ну такой особняк, во-первых, сам особняк, какой он сероватый, кирпичный снаружи, а когда ты внутрь входишь, он темный, и цвета там не яркие, как у них дома, или как вообще во все аниме, оно очень темные. Такой темные оттенки. Темные такие оттенки, такие очень... как будто я смотрю с такой жесткий такой 18-плюсовой аниме, такой, знаете, стиля берсерка, стиля монстра, что-то вот в этом роде. Ну, понятно, Рэй должен наследовать дело. Отец Рэя, господи, нам бы хотя бы немножечко объяснили бы мотивацию его отца. Там какая-то пафосная речь была у него, это у нас в крови, вся фигня. Мы Дон Корлеоне, ну и так далее. Но... короче, он сынулю готовит к тому, чтобы продолжить его дело. Короче, они темная сторона этой страны. Мы держим весь подпольный мир, такой преступный мир весь под нами, ну и вся фигня. Его послали убить собственного учителя. Знаете что, вот это вроде должно было нас как-то вызвать сочувствие к Рэю. Но знаете, такого сочувствия не было. И мне было пофиг абсолютно этого учителя. Я пытался проникнуться к нему какой-то
любовью, понятно, все, ну это понятно, старая схема. Чувак был убийцей, был крутым, появилась баба, он ушел. Ну, прямо Джон Уик. И Рэя, как его бывшего ученика, вся фигня, чтобы проверить его на верность, отправили его убивать. Но между ними никакой химии не было, между этим тренером его, который бывший убийца, и Рэем, потому что вроде бы он его тренировал, он его... Вы вообще поняли, что он мне показал, как пользоваться оружием и так далее? А между ними никакой химии нету. Флэшбэками хотя бы показали, чтобы я как-то проникнулся этим персонажем, положительно или отрицательно, хоть как-то. А то нам тупо показали чувака, которого надо убить. Все. Вот, честно, вот это во мне вызвало очень большой, скажем так, недостаток в эмоциях и в сюжете. Ну, те эмоции, которые должны были у меня возникнуть, как по мнению создателей, они не возникли, потому что, ну, не хватало момента объяснения и знакомства с персонажем. Вот этот момент. Но, вы видите, мне кажется, у них тут хронометраж хромал, и больше решили заострить внимание на дружбу Казуки и Рэя. Казуки, как он грамотно сказал, когда я тебя впервые встретил, на тебя без слез нельзя было взглянуть. Рэй его полюбил, потому что этот парень просто начал о нем заботиться. И это не какая-то гейская тема. Хотя я за толерантность. Но не какая-то там гей-тема, а простая мужская дружба. Забота друг о друге. Вот знаете как? Брат за брат, вот по-братски позаботился. Вот Казуки просто взял, и ты начал убираться. Вот просто он о нем позаботился. Он его кормил, он его... Господи, он его постриг, твою мать! Это было реально круто. И как он и Рэй как спросил, мы можем измениться? Потому что, видимо, эта девочка, когда к ним попала, для них это был очень жесткий толчок найти что-то такое. Извините, но я снова хочу провести аналогию между этим и между Форестом Гампом, потому что Форест Гамп чем заканчивается история? Круговорот жизни. Вот они нашли ради чего жить. Ради этой маленькой девочки, которой не нужна все это. И вот и поняли, чем закончили эту серию. Чем закончили эту серию? Они закончили ее тем, что на девочку надо собрать компромат. Потому что, видимо, его отец... Как-то тот, помните, был момент, когда тот... Нет, не вмешивай Казуки в это. Тот впервые проявил эмоцию. И отцу это показалось удивительным, и он решил за ним присмотреть. И вот набрел на то, что они приютили маленькую девочку. И это, кажется, ему не понравилось. Короче, полная схема, я сейчас объясню. Теперь вот я хочу вернуться к тому, с чего начинал. Полная схема — это аниме том, что что девочка, что, короче, они там были убийцы, потом они приютили девочку, 4, 5, 6 серий о том, как они заботятся, и вдруг нам впаривают в том, что алло, это киллеры, которые, между прочим, людей убивают, и их могут грохнуть в любой момент, и эта девочка под замес может попасть. Вот, короче, вот об этом сюжет. Это была 8-я серия «Папаши Дружбаны». Спасибо, если смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 9-й серии. Удачи!